Наверняка вы наслышаны, что для того, чтобы стать клевым, крутым, прекрасным, богатым и успешным, нужно соблюдать правильные привычки. Это все понятно. А какие привычки используют успешные люди? Поискав в интернете, пообщавшись с искусственным интеллектом, задав вопрос своим успешным друзьям с капиталом в сотни раз больше моего, я составил список из 10 привычек, которые используют успешные люди, чтобы привнести их в свою жизнь и посмотреть, с какой стороны это на меня повлияет, и стану ли я успешным. Лично я в КС играю каждый день. Его зовут Олег. Первая привычка, о которой я услышал от всех, это соблюдение режима сна. Даже несмотря на нередкие перелеты, рабочие задачи, график сна все равно остается важной ступенью, за которой все следят. И что у всех без исключения является основой для эмоциональной стабильности. Однако график у всех индивидуальный. Кто-то работает до позднего вечера, кто-то ложится в полночь, а для кого-то и 11 вечера уже поздняя ночь. Суть лишь в регулярности. Также много успешных ребят из клуба Жаворонков. Вставать рано конкретно тебе, конечно, не обязательно, но у этого очень много преимуществ. И большинство моих знакомых, включая меня, встают за несколько часов до того, как начнется их привычный рабочий день, чтобы провести утренние ритуалы и подготовиться к новому дню. Например, если я начинаю работать с 8 утра, я встану в 6, я помедитирую, отожму, сделаю массаж лица, разные маски, позавтракаю, может быть, схожу на улицу подышать, и лишь потом работать. Вторую привычку я бы назвал развитием духовности, ведь состоит это из множества подпривычек в виде йоги, медитации, позитивных аффирмаций и практики благодарности. В общем, работа над душевным равновесием и своим мышлением, ведь оно работает как компас. И если он правильно настроен, то и приведет нас туда, куда надо. Это ежедневные утренние и вечерние медитации по 10 минут и более, ваши собственные позитивные аффирмации, что вы повторяете с утра и перед сном, направленные на те сферы жизни, что хотите улучшить и дать себе больше уверенности в том, что вы делаете. И ведение дневника благодарности, чтобы больше ценить приятные мелочи в жизни и понимать, что счастье строится как раз таки из этих мелочей. И их нужно замечать, чтобы привлекать еще больше хорошего и радостного в нашу жизнь. Третье. Фокус на здоровом питании и забота о себе и своем теле. Конечно, никто не прочь побаловать себя снеками и фастфудом, ведь это зараза вкусно. Но человек, который чего-то достиг в жизни, с большей долей вероятности с вредной едой не дружит или делает это редко. И дело не только в возможности питаться в качественных ресторанах. Здоровое питание банально дешевле и лучше для нашего организма. А чем сбалансированнее и полноценнее ваше питание, тем лучше ваше тело и ваше здоровье. Что влияет на все остальное, включая на ваше мышление, способствующее достижению целей и принятию решений. Ведь из тухлого помидора салат не сделаешь. Ну и вкупе с этим спорт. Для многих это обязательная часть недели или вовсе дня. Чисто с биологической точки зрения оно и очевидно. Хорошо спи, хорошо питайся, занимайся спортом, не кури и не пей, и ты обеспечишь себя здоровым обменом веществ, нормализуешь выработку жизненно важных гормонов, а улучшая свои физические показатели, запросто станешь всемогущим монстром, который будет с легкостью грызть гранит финансовой мировой системы. Ну или просто будешь чувствовать себя прекрасно. Ведь ты не сломал организм, как это ежедневно делает большая часть человечества. И также забота о себе. Крема, масочки, бани, сауны, спа-процедуры. И если есть возможность и желание, массажи, косметологи, ну и какие-нибудь отпуска на море. Не обязательно крутые гипердорогие курорты на Мальдивах. Четвертое. Постоянное обучение. Это регулярное чтение статей, книг с информацией, которую вы ранее не изучали. Не комиксы и раскраски, а именно приобретение знаний из той сферы, в которой вы работаете, или просто хотите изучить для увеличения дохода, своей насмотренности, ну или просто чтобы с такими же успешными друзьями обсуждать что-то очень умное. Но чтение и обучение не только на вашем родном языке. На английском литература еще больше в первозданном ее виде. И да, учите языки и начинайте это делать как можно раньше. Это жесть, как важно в путешествиях и бизнесе. И речь не только об английском и китайском. Языки программирования тоже могут сделать вас международным специалистом. Дадут свободу передвижения и новые перспективы для карьеры. Например, на курсе Full Stack разработчик на Python вы научитесь с нуля делать сайты, и все это с использованием Python, одного из самых востребованных языков программирования в 2023 году. Такой сотрудник нужен любому бизнесу, ведь если компании нет в интернете, то
и для большинства клиентов ее не существует. Full-stack разработчик — это универсальный специалист, который может собрать сайт самостоятельно. Он умеет делать и внешнюю часть, с которой взаимодействуют клиенты, и внутреннюю, с базой данных и технической начинкой. Поэтому и зарплата у спецов более чем достойные, в среднем 150 тысяч рублей. Для старта вам не нужно специальных знаний и подготовки. В онлайн-школе Skill Factory всему научат с нуля. Вы будете плавно погружаться в IT-сферу. Под руководством наставников начните с простых задачек, а после перейдете к брифу материальных компаний. В итоге, к концу обучения вы получите реальный опыт в разработке сайтов и портфолио с проектами, а с таким багажом не страшно прийти на собеседование или начать работать на фрилансе. К тому же, все желающие участвуют в программе трудоустройства от Центра карьеры. Специалисты помогут вам оформить портфолио и резюме, подготовиться к собеседованию, в том числе и на английском языке. А если вы так, что после обучения не сможете найти работу, школа вернет вам деньги. Так что если вы давно хотели начать программировать, то самое время сделать первый шаг. И ловите выгодную скидку. По промокоду Альберт скидка в 45%. И закрепите ее с собой, оставив заявку на курс. По ссылке в описании. Пятое. Учет своих финансов и капитала. До того периода, пока ваш доход не будет такого уровня, что считать свои расходы будет попросту бессмысленно, всегда ведите учет того, сколько вы заработали и сколько вы потратили, чтобы проанализировать, какие покупки стоили того, где можно сэкономить и грамотнее потратить, а какие средства отложить и инвестировать. И, разумеется, всегда откладывайте и копите. Лично я откладываю и инвестирую 70% своего чистого дохода после вычета обязательных трат и налогов. И этот процент увеличивался и будет увеличиваться и дальше по мере роста чистого дохода. Если зарплата у вас невысокая, в любом случае старайтесь откладывать минимум 20% от чистого дохода на свое будущее. А вот во что и как, через пару недель я выпущу курс по финансовой грамотности. Так что если хочешь успеть на самом старте стать его участником с максимально большой скидкой, подписывайтесь на мой инстаграм и телеграм-канал, ссылки в описании. Там я обо всем расскажу в первую очередь. По мере роста активного и пассивного дохода этот процент будет увеличен вплоть до 90% при самом лучшем сценарии. Тем самым, каждый раз зарабатывая и откладывая все больше, я становлюсь все больше финансово независимым от каких-либо проблем и кризисов. Когда вы выходите на уровень повыше, уже не так важно, сколько вы тратите и сколько миллионов вы заработали. Дальше идет акцент на учете своего капитала и его грамотное использование. Покупка ликвидной недвижимости, увеличение доли активов и так далее. Шестое. Рациональное отношение к тратам. А именно анализ своих эмоций и соотношение удовольствия, пользы с потенциальной прибылью. Условно, когда я выбираю, чтобы себе купить, я анализирую, как долго это мне прослужит, как много эмоций мне это принесет, независимо от цены. Мой друг, например, выбирал себе недвижимость, машину, часы и скины в Counter-Strike. И к каждой покупке он относился максимально рационально. Часы он купил качественные в тот момент, когда рынок был в упадке. Dragonlore в Counter-Strike он купил тогда, когда его цена была минимальная, а вместо приобретения машины берет разные в аренду. По итогу и часы он поносит свое удовольствие и может продать дороже или за сколько брал. Со скином он играет и уже может продать его с такой прибылью, сколько за эти года не дал весь индекс SP500. И разные арендованные машины дарят эмоций больше, чем обесценивающийся один актив. А сэкономленные деньги можно вложить и заработать на несколько таких машин, которые он заранее протестировал и купит именно ту, которую они разочаруют. А не как большинство мужиков, которые покупают в кредит ту, которую на картинках видели, даже ни разу не катавшись. То есть анализ эмоций, искренности желания, ценности вещи и возможной прибыли. Как он мне сказал, при покупке задай себе вопрос: купишь ли ты это, будь это дороже в 10 раз, чем есть сейчас. И получишь ответ, насколько ты этого хочешь, насколько эта покупка для тебя важна. Седьмое. Нетворкинг и окружение. Круг общения и телефонная книжка у людей с бизнесом и деньгами всегда очень длинная. Вряд ли они дружат со всеми, но, по крайней мере, на хорошем счету. Они договариваются о встречах, посещают вебинары, лекции, ходят на различные бизнес-завтраки, в том числе онлайн-формате. Это идеальный способ как и получать новую информацию и окружать себя людьми, которые лучше вас и знают больше, так и хорошая возможность завести выгодные знакомства, найти партнеров по работе, бизнесу или просто хорошего собеседника из вашей сферы деятельности и интересов. Иными словами, учитесь знакомиться. Восьмое. Ограничение времени на социальные сети. Мы все с вами ими пользуемся. Много кто благодаря лишь телефону зарабатывает шестизначные суммы. Но баланс тут соблюсти очень тяжело. Поэтому полезная привычка — это не полный отказ, а фильтрация потребляемой информации и ограничение ее потребления в день. Чтобы, во-первых, и информацию потреблять из различных проверенных источников, формируя более объективную позицию, и не залипать в лентах социальных сетей часами, чтобы уберечь свой разум от информационного перенасыщения и отвлекающих факторов. Все же лучшие идеи приходят не тогда, когда ты загружен информацией, а когда ты расслаблен, спокоен и твой поток мыслей ничего не отвлекает.
Девятое. Планирование своего графика, дней, развлечений и своих целей. Когда у тебя очень много задач, идеально, когда день расписан с максимальной пользой для тебя. Ты больше успеваешь, не теряешься в потоке задач и не перегораешь, успевая отдыхать и восстанавливаться. И ты всегда знаешь, какая у тебя цель в этот день, и ее нужно выполнить. А если задач слишком много, то делегируешь то, что возможно. Так множество моих знакомых, зарабатывая в онлайне, делегировали практически всю свою деятельность и могут с гордостью говорить, что путешествия и игры в Warcraft — это регулярная часть их недели, и они все довольны. А выписывать себе краткосрочные цели на пару недель и долгосрочные на ближайший год или два — очень крутая штука. Чтобы как и понимать, на чем тебе нужно сфокусироваться, как и следить за своим прогрессом и результатами. Но не только их планировать и записывать в блокноте, но и уметь их достигать и работать до победного. Именно это и отличает людей неуспешных от успешных. И десятое — практика самоанализа. Конечно, не все любят копаться в самом себе, да и явно немногие делают это без навязывания себе токсичной эффективности и продуктивности, когда невыполненная дневная задача приводит к самоупрекам. Если смотреть на нас как на корабль, на машину, мы должны отчетливо понимать, как работают наши механизмы, наши устройства, какие необходимо починить, исправить, какие под угрозой и прочее, чтобы максимально эффективно управлять собой и принимать самые обдуманные решения. Ходить к врачу и проверять здоровье, следить за своим эмоциональным состоянием, понимать, когда вам нужен длительный отдых, уметь говорить о своих эмоциях и чувствах напрямую, понимать, что вы чувствуете, от чего вам грустно, уметь контролировать агрессию и эмоции в целом. Ведь на неконтролируемых эмоциях можно совершить кучу ошибок. Поэтому сессии с психологами, с коучами и просто консультации со знающими людьми — это очень полезная вещь для повышения осознанности. А вместе с этим умение замедляться. Деньги деньгами, успех успехом, а жизнь нужно не забывать проживать, а не просто гребсти по течению. Ведь деньгами можно купить атрибуты счастья, но не каждый богатый человек счастлив. Главное, как вы пользуетесь всеми ресурсами, что вам даны, и что вы отдаете взамен людям вокруг вас и этому миру. Ведь фраза «чем больше отдаешь, тем больше получаешь» очень правдивая. Ведь чем больше ценности ты даешь этому миру в виде знаний, изобретений, полезных товаров и прочего, тем больше у тебя связи, ресурсов, возможностей, и тем выше твоя собственная ценность. И у меня хорошие новости. Практически все эти привычки я и так уже соблюдал. Так что, видимо, я тоже успешный человек. Молодцы, хорошего блогера вы выбрали для просмотра. Привычек все равно вышло гораздо больше. Просто несколько я объединил в категории. Но не думаю, что вы остались недовольны. Поэтому в моем телеграм-канале поделюсь еще парочкой, можете подписаться. Там же будет информация по курсу. Приглашаю вас на свой марафон «Перезагрузка», ссылка будет в описании. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, спасибо спонсорам с Boosty. И подписывайтесь на мой инстаграм и телеграм-канал по ссылкам в описании. Прививайте себе полезные привычки. И всего хорошего!